Всем привет, с вами Яна, и вы на канале Navi PUBG Mobile. Я все еще продолжаю читать ваши комментарии, и это просто как отдельный вид искусства. И я прекрасно понимаю, что именно это интервью вы все так долго ждали. Самый таинственный игрок мобильного PUBG и самый молодой игрок нашей команды. Это, конечно же, Меку. А пока ставьте лайки этому видео авансом и подписывайтесь на наш канал, если все еще этого не сделали. Ну а мы погнали. Когда есть такая легкая мышка, твой прицел становится как бы твоим оружием. Мне кажется, эта мышка это next level. Лёша, привет. Привет. Я знаю, что вы... Что? Это видео выключил. Ты даже себе не можешь представить, какое у меня было удивление, когда я узнала, что ты пришел в мобильный PUBG из батлы. В какие части ты играл? Я играл в 4-ю, в 3-ю и в Hardline. И в 5-ю еще часть. Понравился Hardline? Да, понравился. Серьезно? Ну, вполне, я там провел около 400 часов. Но это был мой первый Battlefield. Hardline был твой первый Battlefield? Угу. А потом ты играл в 3-ю, 4-ю? Да, и в 5-ю. Ну, как-то пошло все не по очередности. А ты вообще помнишь свою первую игру на ПК? Я думаю, это была GTA San Andreas какая-нибудь. Или, может быть, карты. Я слышала разные ответы, но никогда не слышала ответы карты. У меня никогда не было своего компьютера, всегда на родительском играл. Поэтому там и были, наверное, карты. А в батлу ты играл на чем? На консоли. С консоли я вообще с раннего детства знаком. С PlayStation 3 принес отец в семью PlayStation 3, и начались бессонные ночи. И как ты познакомился с мобильным PUBG? Ну, на самом деле, с мобильным PUBG меня познакомил мой младший брат. Он мне дал поиграть на своем телефоне в PUBG, и я выиграл с первой же игры. Тогда я тоже не знал, что там боты в первой игре, и мне понравилось, и буквально месяца через 2 я скачал себе на свой телефон PUBG и начал играть. А до этого в обычный PUBG ты не играл? Нет, в обычный PUBG я никогда не играл. А ты пробовал другие какие-то батл рояли? Ну, тот же Apex, Fortnite, Call of Duty, Warzone. Да, Call of Duty я тоже пробовал на консоли, но я недолго поиграл, мне не нравится сама Call of Duty почему-то. Fortnite и Apex я только смотрел на стримах у других игроков, и все, сам не пробовал Fortnite и Apex. А чем тебя вообще зацепил именно мобильный PUBG? Даже не знаю, просто, может быть, из-за механики понравилось, из-за чего-то необычного. И как много ты тогда времени проводил в мобильном PUBG? Ну, когда я возвращался после школы, я очень много играл. У меня тогда уже был 8 плюс iPhone. Тогда меня взяли сразу в клан, чтобы прокачивать ранг в этой игре, и я вообще играл без остановок. Был ли у тебя такой момент, когда ты прям четко осознал, что ты вот можешь быть успешным в киберспорте? Или ты просто играл по фану с друзьями? Мне, конечно, хотелось очень выигрывать, но я не мог представить то, что я окажусь в Нави сейчас на таком турнире. В принципе, меня и в первую команду позвали, потому что там играли мои друзья. Тогда была команда Last Breath, там играли всякие странные люди. И меня туда позвали, я сразу пошел, и буквально недели через 3 перешел в БРО. Потом посидел в БРО не больше месяца и ушел уже в ДЕ, а из ДЕ в Нави. Смотри, ты у нас самый молодой игрок команды. Как родители относились к тому, что в их семье растет перспективный молодой киберспортсмен? Ну, они сначала не знали, начали предполагать, когда я кричал по ночам или что-нибудь бил. А потом как-то раз я им рассказал, когда начали приходить деньги, я им рассказал, чем я занимаюсь, они сказали, типа, все ок. А, кстати, как они отреагировали на то, что ты улетаешь в Дубай на целый месяц? Так как я это узнал за 2 дня до вылета, все были в шоке. Мы быстро поехали с мамой в соседний город, сдали тест, получили, и все. И недолго уговаривая, они меня отпустили. И я в Дубай отдыхаю. И знаешь, мы наверняка смонтируем таким образом, как проходит турнир. Ну, я в Дубае отдыхаю. А младший братик?
Младший брат сейчас вроде бы играет, но я ему на самом деле не рассказывал, чем я занимаюсь. Может, он видел, но у меня только младшая сестра знает, чем я занимаюсь. Подожди, младший брат, который тебя познакомил с мобильным PUBG, до сих пор не знает, чем ты занимаешься? Да, он мой двоюродный младший брат, мы с ним живем раздельно, и мы с ним редко сейчас играем. Даже когда мы с ним играем, у меня приставки в никах, я его как-то даже спрашивал, знаешь ли ты о киберспорте, он такой, типа, нет, зачем, что это вообще такое? Можно сказать, что Бро — это как некая колыбель профессиональных пабгеров, ведь многие выходцы именно из этого клана сейчас играют в именитых организациях. Ну да, почти все выходцы из Бро и EQ сейчас и остались на ногах, так сказать. Все остальные пропали в основном. Да, кстати, ты в интервью с Берханом говорил о том, что ты чуть ли не единственный достиг такого успеха среди тех, с кем ты начинал. Как ты сам думаешь, почему так? Когда меня позвали в ДЕ, я, можно сказать, пересобрал свою команду под себя, оставив всего лишь одного человека из начального состава. А ты помнишь момент вот перехода в Dream Eaters? Как это все происходило? Почему ты решил перейти вообще в Dream Eaters? Я помню, тогда Dream Eaters играли паблик, и попался я один против них. Я их всех убил, и буквально через неделю меня позвали туда. В принципе, я тогда уже общался с двумя игроками из того состава и пошел туда. Вся вот эта история с карантином и пандемией как-то повлияла на киберспортивный PUBG? Ну и на тебя в частности? Ну да, отменили множество ланов. На пеке ввели 18+. Из-за чего вы не И смогли всё. полететь? Да, из-за чего мы не могли полететь. Переходим к самому интересному, твой переход в Natus Винсеры. Как это было и насколько сложно было принимать решение перейти в эту организацию? Решение было принимать абсолютно несложно. Я хотел уйти из ДЕ, самый первый хотел уйти. И, можно сказать, меня Матик взял с собой прицепом в Нави, и все. А почему ты хотел уйти из ДЕ? Но мне там не нравилось. Ну, какие-то внутренние проблемы между Да, тиммейтами? внутренние проблемы с организацией, и на этом все. А ты не думал сам собрать себе команду? Вот если бы не Нави, что бы ты делал? Наверное, куда-нибудь бы попросился, меня бы, возможно, взяли. Но сам бы я не стал собирать команду. Мне кажется, это слишком сложно и ответственно. Я бы не брал на себя такую ответственность. А если бы тебе предложили бы стать колером команды, согласился бы? В ДЕ я был колером и капитаном вместе с Матиком. Но когда его не было, был я. И, наверное, сейчас бы я не согласился, потому что это тоже ответственность. Как вообще прошли ваши первые тренировки? Но было очень много непоняток. Не могли определиться, что нам даже лутать. Но на ИМЕ нам повезло, можно сказать. Буквально за 2 недели мы смогли сыграть на турнире и забрать его. Смотри, наверняка многим нашим зрителям, которые будут смотреть это интервью, будет интересно узнать, как же ты тренируешься индивидуально. Перед играми где-то за часа полтора я захожу в полигон, играю там час, и если есть время, иду играть ТДМ, сколько есть времени, и сразу захожу в лобби и жду старт матча. Давай тогда перейдем, наверное, к самой интересной теме. Это Global Championship, ваш первый уикенд, в частности, первый игровой день. Как все прошло? Мы даже тогда еще не знали, куда мы точно будем падать. Мы играли как могли, и в какой-то степени нам даже повезло там. Но у вас были технические проблемы, вы друг друга не слышали. Ну, у нас технические проблемы в каждом втором матче, если не в каждом первом. Потому что в игре багается voice, и половина игроков может тупо друг друга не слышать всю игру. И с этим никак ничего не поделать. Если в самом начале вам перзаход не помог и у вас не появился voice, то все это минус игра, можно сказать. В субботу ситуация уже немного улучшилась. Вы забрали 2 топ-1 подряд. Да, именно в этих 2 играх с самого начала у нас был голосовой чат в игре. Но на 3-й катке я захожу в Инстаграм к Тигзи и вижу, что у него снова нет звука. У нас бывали такие случаи, что Тигзи бежал к Матику, потому что у него не было войса, садился рядом Да, я и видела. пытался воспринимать хоть какую-то инфу. Вот так вы общаетесь, да, в катках? Да, по несколько раз приходится говорить некоторым. Проблема только в технических моментах, как думаешь?
Ну, на третьей неделе точно в технических, и, может быть, с зонами небольшие проблемы из-за того, что там очень большие хрошифты иногда были. А в неделях до этого у нас как бы не совсем налаженная игра была. Может быть, проблема в этом была. В нашем интервью Даня говорил о том, что у вас сейчас есть большая проблема с ротациями. Да, мы смогли пофиксить эту проблему, и на 4-й неделе уже будем играть лучше. Вот команде не хватает хорошего коллера, который будет контролировать не только свою игру, но и игру всей команды. По словам Дани, вам не хватает аддера. Ты тоже так считаешь? Ну, возможно, но сейчас на эту роль сел Матик. Он и капитан и колет. Я занимаюсь ролью скаута, то есть разведаю, куда нам ехать, проверяю позиции. Ну, а пацаны, Тигзи и Олдбой просто стреляют, убивают все, что движется, но, по крайней мере, пытаются. Вы отыграли очень круто в субботу, взяли 2 топ-1 подряд, нафармили там около 30 киллов, и казалось бы, что в воскресенье вы должны максимально собраться и вот бомбануть, и залететь в топ-16 рейтинга этого турнира. Что произошло? В третий день на нас опять напали технические проблемы, опять этот войс гребаный, и даже не знаю, скидывать опять все на зону уже такое, но могли лучше. Я тебя не могу не спросить про последний викенди и про Блюбис. Как так сложилось, что вы упали к ним на спот? Ну, нам надо же проходить топ-16. Мы хотели не пустить Блюбис, потому что они далеко от нас. Угу. Собственно, получилось так, что мы им наоборот помогли, подарив 4 поинта, и после этих 4 поинтов они вообще выиграли игру. Наверное, подзарядили их хорошими эмоциями в начале. Иногда получается упасть на чужой спот, иногда не получается упасть на чужой спот, поэтому бывает разное. Иногда люди убегают со своего спота, когда к ним летят, а другие падают все вместе и дают бой. Что стряслось у Гацентов? Ну, когда мы возвращались в номера, мы услышали, как кто-то дерется в соседнем номере у Матика. Зашли туда, и там Гаценты разбивали свои девайсы и дрались. Да кого-то нокнули или нет? Нет, все в порядке. Из интересного, это иногда у казахов дверь открыта, и их тимспик тоже очень веселый. Иногда можно залипнуть на это. Тигзи в нашем интервью говорил о том, что бигетроны его очень сильно удивили на этом турнире. И не сколько там индивидуальным скиллом, сколько вот слаженной командной работой. Кого ты можешь выделить? Но на самом деле я не думал, что китайцы так быстро адаптируются к нашей версии игры и будут очень хорошо играть. Так что я думаю, меня китайцы удивили. И, может быть, Abrupt Slayers, вроде так команда называется. Они сейчас взяли себя в руки, так сказать, и хорошо себя показывают. Какая команда, по-твоему, сейчас самая сильная на мировой арене? Мне очень нравится, как играют 4AM. Я думаю, они сейчас самая сильная команда. Хоть и на нашем турнире они сейчас на 2-м месте, но я думаю, они сильнейшая команда. А если выделить какого-то одного игрока? Ну, я думаю, топ-1 именно Парабой будет из Новы. Но больше всего импонирует мне игрок Order, тоже из Новы. Сквад твоей мечты. Кого бы ты взял? Но я бы оставил нашу команду. Ой, как это мило. А если не для интервью? Вот, я тебя словила. Но это же никуда не попадет. А? Это же никуда не попадет? Не. Так мы же не записываем. А за какими дисциплинами ты еще следишь? И если у тебя есть время и возможность? Я смотрю за CSGO, за нашими ребятами из Нави и другими командами. А вот какой турнир по другой дисциплине ты не пропустишь? Ну, это, конечно же, мажор я посмотрю, и я люблю Blast смотреть, потому что мне нравится, как это выглядит. Люблю посмотреть видео по всяким гонкам интересным. Не из реальной жизни, а просто компьютерные игры. И, наверное, всякие видосики по GTA 5. Если бы не мобильный киберспорт, то в какой дисциплине ты бы мог бы стать успешным? В реальной жизни, возможно, потому что на консоли уже нет киберспорта как такового, стримить я не люблю. Думаю, я бы ушел в реальную жизнь с концами и все. А чем бы ты занимался? Ну, думаю, сейчас бы учился, занимался бы каким-нибудь спортом.
Каким бы спортом занимался? Не знаю, я сейчас почему-то хочу стать лыжником, попробовать. Никогда не был. Катался пару раз на лыжах, но почему-то хочется. 9 часов вечера, четверг. Я сейчас почему-то хочу стать лыжником. Пробовал пару раз, и вот захотелось стать лыжником. В 17 лет там решил стать лыжником. Чем ты увлекаешься помимо киберспорта в свободное время? Раньше я ходил в спортзал, когда не было коронавируса. Гулял, но когда коронавирус, только дистанционка, получается. Ну, а чем ты занимаешься обычно вот, в свободное время? Превращаюсь в среднестатистического мужика, который валяется на диване, ест чипсы, смотрит кино. Какие Всё. фильмы обычно смотришь? Я сейчас в последнее время смотрю всякие сериалы на Netflix, популярные. Может быть, что-то посоветуешь? Не. Я смотрю странные фильмы. Сам не понимаю, зачем я их смотрю, но... А вот какой самый странный фильм ты когда-либо видел в своей жизни? Я не припомню, но вот совсем недавно я смотрел сериал «Ю» на Netflix. Очень странный сериал. Я хоть и посмотрел его весь, но, не знаю, я в каких-то потерянных ощущениях остался. А о чем сериал? Про маньяка, который следит за девушками и убивает их. А, понятно. И всего-то. А сколько сезонов было? Просто мне интересно, как долго ты смотрел фильм, который тебе не нравится. По-моему, 2. А какую музыку предпочитаешь? Ну, я даже не знаю, как это назвать. То ли русский рэп, то ли что. Ну, приведи пример просто. Можешь спеть даже. Ну, Рокет, Майот. Ну, конечно, я это не спою, но что-то в этом роде. А, там типа Моргенштерн. Ну, так, можно иногда послушать раз в месяц, но особо не увлекаюсь. Ты можешь назвать 3 последних трека, которые добавил к себе в плейлист? Это Моргенштерн Кадиллак. Уже по традиции ты можешь сказать пару слов нашим фанатам и болельщикам. Говорить? Да? Так, дорогие подписчики, сожалею вам то, что вы посмотрели это интервью. Простите, если кому-то не понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на Инстаграм. Всем пока. Тебе огромнейшее спасибо за такой приятный вечер, за то, что ты выделил время, ответил на все мои вопросы. Я надеюсь, что последний уикенд мы максимально круто отыграем и залетим в топ-16 рейтинга этого турнира. Огромное спасибо за то, что посмотрели наше интервью. Подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите в комментах, как вам интервью с Меку. Ну и подписывайтесь на соцсети Меку. А с вами была Яна, Лёша и канал Navi PUBG Mobile. До скорых встреч! Всем пока.